Сегодня я хочу вам показать растение, которое, скорее всего, мало кто из вас видел. Да я его и сам раньше не знал. Но увидев здесь, я ним очень заинтересовался, и оно мне очень понравилось. У которого такое труднопроизносимое название – Магония прицветниковая. Сейчас напишу еще латинское название, чтобы соблюсти научную корректность. Вряд ли кто-то из вас это растение видел. Вот оно. Это вечно зеленый кустарник. Его родина Китай. Именно в Китае он растет в природных условиях, в диких условиях. Вот вы услышали, наверное, слово магония, и многим из вас пришло на ум магония подуболистная. Магония подуболистная – это растение, которое распространено во всей, наверное, Украине, растет и в парках каких-то, и в частных домовладениях. И, в принципе, мы ее хорошо знаем. Вообще магонии существует множество, около 50 видов магонии есть. Все магонии, конечно, чем-то похожи и в чем-то одинаковые. Но иногда кое в чем они существенно отличаются. Ну, давайте так немножко сравнивать. Вот магония подуболистная. У нее такие кожистые, блестящие, более-менее округлые листочки с очень ярко выраженными зубчиками. Я бы даже сказал, шипами довольно колючими. И совершенно другие листья у магонии прицветниковой. Узкие, 1 сантиметр максимум, и длинные, фактически где-то сантиметров 10-15. Ярко-зеленого цвета. И вот эти вот зазубринки, которые тоже есть на краях, они совсем не колючие. Вообще эти листья гораздо нежнее, чем у магонии подуболистной. Соцветия. Вот у магонии подуболистной это такие более-менее тоже округлые шапки желтых цветов, соцветий вернее. У этой магонии они совершенно другие. Это тоже соцветия, но они в виде колосков таких, в виде метелочек как бы. Вот в чем разница. Но еще более существенная разница – это в сроках цветения. Вот для сравнения. Магония подуболистная цветет когда? Она цветет весной. Это значит, что в прошлом году выросли побеги, на них заложились цветочные почки, и весной она расцветает. У этой магонии прицветниковой все происходит по-другому. Весной начинает отрастать побег. Летом на нем закладываются цветочные почки, и осенью она цветет. То есть она цветет осенью, а не весной. Где-то в сентябре, в октябре, вот так вот примерно. Здесь уже какая-то часть отцвела, но бутонов еще очень много. То есть цветение довольно продолжительное. Я наблюдаю ее уже год. Я тоже ее до этого не видел. Год уже наблюдаю. Сразу могу сказать, растение неприхотливое. В принципе, очень хорошо подойдет для малоуходного сада. Почему я так решил? Давайте анализировать вместе. Почва. Здесь глина с камнями. Почва совершенно бедная, неплодородная, еще и тяжелая для развития корней. И тем не менее кустарник растет. Полив. В прошлом году была засуха, очень сильная. Как говорят немцы, 500 лет здесь такой засухи не было. И кустарник, в принципе, нормально себя чувствовал. В этом году дожди идут регулярно. То же самое, кустарник себя чувствует нормально. Свет. Вот в этом месте света прямого, только летом. И то после 12 часов где-то до 4. Часа 4 полного яркого света. Здесь вокруг лес, и здесь постоянная тень. Вот и сейчас я снимаю, где-то пробивается через деревья, через ветки, через листву, но в основном здесь такая вот рассеянная тень. А с этой стороны дом. То есть после 12 здесь более-менее свет. И тем не менее чувствует себя нормально. Да, крона немножко искривилась, как раз потому, что мало света. От дома она стремится вот в эту сторону, потому что здесь света больше. Поэтому моя задача ее правильно обрезать. Попытаться эту крону немножко исправить. И вот тут очень важный момент. Раз мы говорим про обрезку, всегда вам советую, прежде чем обрезать кустарник, выясните, на чем он цветет. Вот эта магония цветет на побегах, которые выросли в этом году. Это значит что? Что нам ее можно обрезать после окончания цветения, например, осенью. Мы ее обрежем, в следующем году вырастут побеги. Но я всегда противник того, чтобы обрезать растения перед зимой. Не потому что это опасно для растения, а потому что хочется, чтобы зимой в саду что-то зеленело. Это же ведь вечно зеленый кустарник. Поэтому я обрезать ее буду ранней весной, до начала вегетации. До того, как она начнет расти. Я ее обрежу. Такая обрезка спровоцирует рост новых побегов, проснутся новые почки, отрастут новые побеги. И она цвести будет шикарнее и займет вот это вот пространство. То есть надеюсь, что побеги будут расти в том числе и в эту сторону. То есть я исправлю и крону, и вызову дополнительно гораздо более обильное цветение. Здесь, в Германии, магония прицветниковая совсем не редкость. Она продается в садовых центрах, в каких-то супермаркетах, которые занимаются торговлей растениями.
Скорее всего, это сорт. К сожалению, этикетки не оставили хозяева, но скорее всего, это сорт, самый популярный, Soft Care называется. Мягкий уход, мягкое прикосновение, некоторые переводят. Она действительно очень приятная на ощупь, не то, что магония подуболистная, опять же, сравнивая. Этот сорт, он небольшой, примерно метр 20 вырастает. Растет, как считается, медленно. Ну, как сказать, вот я анализирую приросты этого года, вот они видны зелененькие, ну, сантиметров 15 точно есть прирост. В принципе, не такой уж плохой. Может быть, потому что в этом году все-таки дожди были. Малые приросты, малые размеры этого кустарника, с одной стороны, конечно, это плохо, мы же хотим, чтобы быстрее все росло, но с другой стороны, у этого есть плюс. А этот плюс заключается в том, что магонию предцветниковую вполне успешно можно выращивать в контейнере. В большом горшке, конечно. И украшать ней балкон, лоджию, террасу, придомовую территорию. И вот тут наверняка у вас возникнет вопрос закономерный. А какую зимой она температуру выдерживает? Какие морозы? Если у нас ее не встретишь, а ее родина Китай. Информации, к сожалению, про это растение вообще очень мало. Где-то пишут до минус 15 градусов мороз она выдержит, где-то даже минус 17 пишут. В общем, я думаю, на юге Украины, в принципе, с этим растением можно поэкспериментировать, можно попробовать его там выращивать. К сожалению, в Украине я это растение в предложениях садовых центров не встречал никогда. Здесь оно достаточно часто предлагается. Что хотелось бы еще сказать. Вот мы говорим, растение малоуходное, живет без поливов, живет с слишком обильными поливами, живет без удобрений. Да, живет и выглядит, в общем-то, неплохо. Но вы должны понимать, что если вы свои растения любите, вы будете их поливать вовремя, в необходимом количестве воды и удобрять правильно. Что значит правильно? В данном случае нам что нужно? Чтобы весной выросли быстро мощные побеги. Поэтому весной мы удобряем удобрениями с большим количеством азота. Именно азот вызывает рост. А уже со второй половины лета удобряем фосфорно-калийными удобрениями, чтобы эти побеги, чтобы на них образовались цветочные почки, и чтобы они потом обильно цвели. Да, кустарник малоуходный, может обойтись и без этого. Но если вы будете правильно поливать и правильно удобрять, естественно, цветение будет лучше, да и сам выглядеть он будет гораздо лучше. Ну и последнее, что хотелось бы вспомнить. Считается, что все части вот этого кустарника, магонии предцветниковой, они ядовиты. Поэтому будьте с ней аккуратны. Если вдруг решите посадить ее у себя, если где-то найдете саженец, будьте с ней аккуратны. Ну вот, собственно, интересных вам решений, интересных находок и всего доброго.